Ну что, друзья, не успел начаться 2026 год, как на горизонте произошло масштабирование одного геополитического конфликта, а именно между США и Венесуэлой. Да, Трамп отпраздновал Рождество, встретил Новый год, хорошо отдохнул и 3 января решил нанести серию ударов по территории нефтяного лидера Латинской Америки. В ходе этой новогодней операции спецслужбы США вывезли диктатора Мадуро, перехватили контроль над подставками нефти, и сейчас идет подготовка нового временного правительства. Друзья, честно говоря, такой сценарий был ожидаем. Америке с ее военной мощью провести такую операцию не составило труда, но если вы думаете, что главной целью штатов был именно Каракас, вовсе нет. Режим Мадуро с его коррупцией, наркоторговлей, обходом нефтяных санкций не особо и мешал, но зато для Трампа это отличная пиар-акция. Сейчас у Трампа худшие рейтинги в истории, и его пугает одна очень важная дата – 3 ноября, когда пройдут парламентские выборы. А с такими рейтингами республиканцы пролетят без шансов. Вот Трамп и решил показать, на что способна Великая Америка, потому что такими действиями в сторону Венесуэлы Трамп давит на Пекин, который скупал 80% всей нефти в регионе, и 4% от всех мировых поставок Китая шло именно с Каракаса. Отсюда и вопрос, а будет ли ответ поднебесный? Например, по Тайваню. Ведь как это так? Америке, значит, можно захватывать страны, получать контроль над черным золотом, а другие могут только наблюдать? Также важно понимать, что же будет с ценами на нефть. Ведь Трамп начал операцию в субботу, когда рынки на выходных и открытие в понедельник может немного встряхнуть не только нефтяной рынок, но и акции, а также криптовалюту. Ведь рост нефти равно рост цен и высокая инфляция, что, согласитесь, не совсем приятный подарок на Новый год. Так что, друзья, давайте начнем этот год вот с такого разбора геополитического конфликта, чтобы понимать, какое влияние он способен оказать на крипторынок. Также сегодня посмотрим, какие события нас ждут в январе, и в конце я вам покажу, какие сделки я открываю в начале года на фоне всех этих событий. Сразу извиняюсь за голос, еще немного болею, но думаю, еще пару дней и буду твердо стоять в строю и снимать для вас новые ролики. Поэтому давайте первым видео в этом году поставим 1100 лайков. Буду безумно вам благодарен. И уже в следующем ролике я расскажу, почему я верю в рост альтов в 26-м, поделюсь своими предиктами на год, обсудим прибыльные нарративы и в целом узнаем, что для нас подготовил этот 2026. Первые $10 в этом году получает этот пользователь, так что пишите комментарии. С вами, как всегда, Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, поскольку Новый год уже начинается с таких событий, как атаки на Венесуэлу, продолжение роста серебра и возобновление притока капитала в крипто ETF, я настоятельно рекомендую вам подписаться на наш Telegram. Прошлый год показал, что те, кто был подписан на Telegram, всегда были на шаг впереди и заранее знали о влиянии событий на крипту. В Telegram есть все новости, отчеты, аналитика, инсайды, также я делюсь своими предиктами и сделками на разные монеты. Поэтому если ты желаешь зарабатывать на крипте вместе со мной, подписывайся по ссылке в описании. Что касается сегодняшней темы, то я бы не стал это начинать с вопроса морали, что правильно ли сделал Трамп, что напал на Венесуэлу, а можно ли было это делать, потому что захватить большую чужую страну это не совсем корректно. Но давайте данный вопрос лучше обсудим в комментариях, потому что свое мнение по этому поводу я уже писал в телеграм-канале. И лучше давайте сразу расставим цифры. Венесуэла это страна с крупнейшими доказанными запасами нефти в мире, более 300 миллиардов баррелей. Но из-за санкций и деградации инфраструктуры, фактическая добыча в 2025 году составила всего 600-700 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, мировой рынок потребления около 102 миллионов баррелей в сутки, то есть вклад Венесуэлы менее 1% от глобального предложения. Именно поэтому многие говорят, да какая разница, Венесуэла маленькая. И вот здесь начинается главная ошибка, потому что важно не сколько нефти, а кому она продавалась. До удара в США около 75-80% всего венесуэльского экспорта нефти шло в Китай, напрямую или через серые схемы. Для Китая это составляло примерно 4% от всего нефтяного импорта, что тоже вроде бы немного, но это была дешевая санкционная нефть с огромным дисконтом, которая давала Пекину стратегическое преимущество и напрямую финансировала режим Мадуро. И вот здесь появляется ключевой момент. США годами вводили санкции, но нефть все равно шла. Деньги все равно поступали, армия и силовики Венесуэлы все равно получали финансирование, и в начале 2026 года администрация Трампа решила, что дальше так продолжаться не может. Поэтому удар был не по скважинам, не по НПЗ, не по танкерам, удар был по центру принятия решений. И вывоз Николас Мадуро это не военная деталь, а политический сигнал. Важно понимать, США не захватывали нефть Венесуэлы физически. Они не управляют главной компанией, которая перерабатывает нефть, но они сделали куда более важную вещь. Перехватили контроль над нефтяными потоками. Потому что если санкции будут частично сняты, нефть снова пойдет на рынок. Но уже не в Китай, а в США и в Европу. Через доллар, западные банки и западное страхование. А вот здесь эффект для нефти становится неожиданным. В краткосрочной перспективе рынок может заложить временную премию, плюс $3-5 к марке Brent, если начнется хаос или саботаж. Но базовый сценарий – это наоборот медвежий
медвежий эффект на горизонте 6 месяцев, потому что потенциально рынок может получить дополнительные 300-500 тысяч баррелей в сутки, которые перейдут в руки Трампу. Да, не сразу, не завтра, но именно в тот момент, когда миру и так не хватает новых источников предложения. То есть Трамп реально может открыть для Америки новый источник нефти и усилить свою конкуренцию, например, перед Ближним Востоком, ну и, конечно же, Россией. Это позволяет ему частично увеличивать предложение на рынке, дампить цены, тем самым сдерживать инфляцию. Для Трампа это лучший сценарий, особенно когда что? Правильно, скоро парламентские выборы. По факту получается так, что Венесуэла это просто разменная монета, которая нужна Трампу, чтобы, во-первых, показать мощь Америки и получить очки перед выборами в ноябре, а во-вторых, это отличная возможность немного ослабить Китай, ставя им вот такие палки в колеса. Кстати, о Китае. Для Пекина Венесуэла была не просто источником нефти, это был своего рода актив, точка влияния в западном полушарии и пример того, как можно обходить американские санкции. И когда США демонстративно выбивают данный актив, Китай не может просто промолчать, но идти на прямую конфронтацию он тоже не будет. Поэтому наиболее вероятный ответ Китая – это асимметричная эскалация. Не в Венесуэле, а в зоне, которая для США куда чувствительней, вокруг Тайваня. Речь не о вторжении. Вероятность реальной войны сейчас не более 50%, но вероятность усиления давления, учений, полублокады, кибератак и экономического давления примерно 50-60. Это старая добрая стратегия Пекина. Шум, напряжение, демонстрация силы, но без перехода красных линий. Хотя, учитывая, что сейчас Трамп держит Китай на тарифном поводке, вероятность такого давления также падает еще ниже. Следовательно, если подвести итоги, мы получаем следующее. Вся эта так называемая спецоперация исключительно нужна только Трампу. Ему важно показать миру, особенно Китаю, что Америка еще на что-то способна. Тем самым продать американцам тейк о Великой Америке и повысить шансы победы на выборах в ноябре. Вероятно, в ближайшее время в столице Венесуэлы поставят американское марионеточное правительство и начнут процедуру оформления и последующей продажи нефти. Да, это будет не скоро, но процесс, как говорится, запущен. Мировые рынки откроются только завтра, в понедельник, и скорее всего мы увидим краткосрочный скачок цен на нефть, ведь они всегда растут на фоне подобных событий, и потенциально это отразится и на биткоине, потому что индекс доллара способен пойти вверх и локально создать давление для битка. Биткоину сейчас и так сложно закрепиться выше 90 тысяч и 200 EMI на 4-часовом графике, а такое краткосрочное давление способно временно задампить цену, пока ситуация не утихнет и не будет понятна потенциальная угроза со стороны Пекина. Да, по факту это один из черных лебедей 26 года, о которых мы говорили в этом видео, но учитывая текущий масштаб, я точно не считаю, что это перерастет в глобальную эскалацию с участием Китая и Тайваня. Слишком много ставится на кон, поэтому в случае с тем же биткоином я рассматриваю не шорты, а больше лонги на ретесте поддержки восходящей линии тренда около уровня 88 тысяч, 88 200. Ведь как ни крути, цена биткоина сейчас сжимается, и так или иначе давление 90 тысяч постепенно ослабевает. И кстати, на базе этого сужающегося треугольника были сформированы точки входа для участников в нашей подписке Coin22 Pro. Пока все доедали прошлогодние салаты, мы уже начинали год с прибыли, ведь был получен профит на росте Arbitrum, также в конце 25-го у нас зашли лонги по токену Uniswap, была плюсовая сделка по Bitcoin Cash и множество других позиций за последнюю неделю закрылись по хорошему профиту. А все потому, что наши аналитики публикуют лучшие торговые идеи на каждый день, которыми я сам пользуюсь. Но что еще круто, с нами могут зарабатывать даже новички, потому что у нас есть обучение, которое подкрепляется сопровождением и поддержкой 24/7. Друзья, Новый год это хороший повод наконец-то освоить прибыльные торговые стратегии, собрать сбалансированный спотовый портфель под ваш депозит и начать зарабатывать на всех событиях вместе с Pro. Личный подарок от меня это продление новогодних скидок еще на 1 неделю. Поэтому все, кто желает сделать 2026 прибыльным, приглашаю вас по ссылке в описании. Что ж, потенциальное влияние Венесуэлы мы разобрали, теперь давайте двигаться дальше. Январь 2026 это месяц, который большинство розничных инвесторов традиционно пропускают. Праздники, низкие объемы, ощущение затишья, но если посмотреть глубже, именно январь часто закладывает вектор движения рынков на весь первый квартал, а иногда и на полгода вперед. И в этом январе концентрация событий максимально высокая, поэтому давайте обо всем по порядку. Начнем с главного – денежно-кредитная политика США. Уже в первую неделю января, ориентировочно 7-10 числа, рынок получит обновленные ожидания по инфляции ставкам через протоколы и комментарии представителей ФРС. И рынок закладывает первое снижение не раньше марта или мая. Но январьские сигналы важны, потому что именно они формируют вероятности в СМИ FedWatch. Сдвиг ожиданий хотя бы на 25 базисных пунктов способен изменить траекторию доллара и облигаций. Следующий ключевой блок – инфляция в США. В середине месяца, 13 января, выйдут данные по ИПЦ за декабрь. Консенсус рынка сейчас ожидает инфляцию в районе 2,7-2,8% против пиковых значений выше 9%, которые были в прошлом цикле. Почему это критично? Потому что
январский ПЦ часто становится переломным. Если инфляция снова укрепится хотя бы на 0,2-0,3%, рынок мгновенно пересматривает ожидания по ставкам, и доллар получает импульс вверх. А это давление на акции и крипту. Почти сразу после ПЦ рынок смотрит на PPI, который выходит обычно через 1-2 дня. В декабре PPI находился вблизи 1,5-2%, и любое ускорение выше 2% это сигнал, что инфляционное давление не исчезло, а значит ФРС не будет спешить смягчать ставку. Теперь переходим к рынку труда США. Уже в первые дни января выходят данные по рабочим местам. В конце 2025 года экономика США продолжала создавать рабочие места в диапазоне 120-180 тысяч в месяц, при уровне безработицы около 4,4%. Для рынков здесь логика простая. Сильный рынок труда равно жесткая ФРС равно сильный доллар. Слабый рынок труда – это разговоры о снижении ставки и поддержка рискованных активов. Именно поэтому январские данные по рабочим местам вызывают резкие движения в индексах, золоте и биткоине. Дальше облигации госдолг США. В январе Минфин США традиционно публикует обновленные планы по заимствованиям. Напоминаю, совокупный госдолг США уже превышает 36 триллионов долларов, а расходы на обслуживание долга при текущих ставках приближаются к 1 триллиону долларов в год. Любые сигналы о росте объемов давят на рынок облигаций и усиливают доходность, что создает давление на S&P 500, NASDAQ и крипторынок. Отдельный блок – корпоративная отчетность. Вторая половина января – старт сезона отчетов за четвертый квартал 2025 года. Это банки, техгиганты, промышленные корпорации. И здесь важно не столько прошлое, сколько прогноз на 2026 год. Если компании начинают говорить о замедлении выручки на 5-10%, рынок закладывает рецессию ожиданий, даже если экономика еще держится. Теперь переносимся за пределы США, а именно в Китай. В январе выходят данные по ВВП за четвертый квартал 2025 года. Ожидания по росту экономики Китая находятся вблизи 4-4,5%, что для Китая считается слабым ростом. Любое разочарование здесь – это давление на сырьевые рынки, нефть, металлы и валюты. Также 22 января выйдет ВВП США за третий квартал. Ожидания – рост около 3,8%. Если цифры подтвердятся или будут выше, доллар укрепится, давление на биткоин и эфир усилится. А вот если ВВП пересмотрят вниз, рынок начнет закладывать более раннее снижение ставок ФРС, что, конечно же, позитивно для крипты. Но, конечно же, 28 января – заседание ФРС. И это одна из самых важных встреч начала года, потому что именно она задает тон всему первому кварталу. Но ключ здесь не в ставке, а в риторике Федеральной резервной системы. Именно после январской встречи рынок окончательно поймет, пойдет ли ФРС к первому снижению ставки уже весной или будет держать жесткую позицию дольше, чем ожидают инвесторы. Если ФРС прямо или косвенно подтвердит сценарий снижения ставки во втором квартале, доллар будет слабеть, доходности пойдут вниз, и это позитивный сигнал для рискованных активов. И тут важно понимать, 28 января – это не день решения, а день ожиданий. Рынок будет торговать не факт, а формулировку, тон Пауэлла и намеки между строк. Именно после этого заседания станет ясно, январь это просто флэт или это подготовка к масштабному движению в феврале и в марте. И наконец, друзья, давайте поговорим о крипторынке. Январь исторически месяц повышенной волатильности для биткоина. По статистике последних циклов амплитуда движения биткоина в январе составляла в среднем 15-25%. Причем направление часто создается именно макроданными первых 2 недель. Первые недели января это всегда самый опасный и одновременно самый интересный период для торговли. Ликвидность еще не полностью вернулась, фонды только начинают формировать позиции, а рынок уже пытается угадывать, каким будет весь первый квартал. Поэтому сейчас важно не ловить каждый импульс, а понимать ключевые уровни и сценарии по биткоину и эфиру. Давайте начнем с биткоина. На старте января биткоин торгуется в диапазоне, который рынок удерживает уже несколько недель. Ключевая зона поддержки находится в районе 84-86 тысяч. Именно здесь за декабрь сформировалось наибольший объем торгов. Именно здесь по данным деривативных площадок находится около 35-40% всего открытого интереса в краткосрочных фьючерсах. Это говорит о том, что ниже этой зоны рынок пока не готов капитулировать без серьезного макротриггера. Если смотреть на структуру, то диапазон 85-90 тысяч – это классический баланс. Внутри него биткоин может провести еще 1-2 недели, пока рынок переваривает данные по инфляции и ожидания по ставкам. Именно поэтому лучшая идея в начале января – это не лонг по рынку, а работа от уровней. Базовый сценарий по биткоину выглядит так. Пока цена удерживается выше 84 тысяч, любые откаты в зону 85-86 тысяч можно рассматривать как спекулятивные лонги с коротким стопом ниже 83-82 тысяч. Риск в такой сделке составляет порядка 2-3%, при потенциальной цели возврата к верхней границе около 89-90 тысяч. А это примерно соотношение риск-прибыли 1 к 3. Это не идея на иксы, это идея на аккуратный январский тренд. Теперь важный момент. В области 90-92 тысячи находится сразу несколько факторов сопротивления. Во-первых, это психологический уровень. Во-вторых, именно здесь находятся крупные опционные страйки. И по данным открытого интереса, более 45% январских колл-опционов находятся именно в этом диапазоне.
диапазоне. Это означает, что маркетмейкерам выгодно сдерживать цену ниже уровня 92 тысячи до экспирации. Поэтому агрессивный лонг в эту зону без подтверждения – это плохая идея. А вот второй вариант. Если на фоне сильного доллара или жестких макроданных биткоин теряет 84 тысячи и закрепляется ниже, рынок быстро увидит тест вот этого диапазона поддержки. В этом диапазоне находятся долгосрочные покупатели. Именно здесь проходит следующий крупный кластер ликвидности. Это зона, где уже можно говорить не о спекуляции, а о среднесрочном наборе позиций, потому что коррекция от локального хая в таком случае составляет около 20-25%, что исторически часто привлекало больших инвесторов. Лично я уже использую эти ключевые уровни для своих первых сделок. И если вы также желаете торговать по такому сценарию вместе со мной, лучше всего это делать через моего партнера BitGet. Там самые низкие комиссии и плюс к этому крутые бонусы. Если что, ссылка есть в описании. Теперь переходим к эфиру. Эфириум традиционно в январе ведет себя слабее биткоина, и это подтверждается статистикой. В первые месяцы года эфир в среднем отстает от биткоина на 10-15% по доходности, особенно если рынок находится в фазе неопределенности. На старте месяца эфириум торгуется около 3000. Именно здесь рынок формирует базу после коррекции примерно на 30-35% от локальных максимумов. Ключевая поддержка сейчас – это уровень 3000. Это важный уровень и зона, где находится значительная часть объема за последние месяцы. Пока эфириум удерживается выше 2950 и 3000, структура остается нейтральной, и продажи по рынку здесь выглядят слабо. Базовая идея на январь – это лонг от поддержки. Откаты в диапазон 3000-350 можно рассматривать как точки входа с коротким стопом ниже уровня 2880 и 2900. Потенциал движения – возврат к уровню 3300 и 3350, что дает потенциальный 7-10%. Зона 3300-3350 – это ключевое сопротивление. Здесь эфириум уже несколько раз разворачивался, поэтому без сильного объема и поддержки со стороны рынка пробой маловероятен. Подход к этой зоне повод рассматривать лонги и рассматривать краткосрочный шорт с целью возврата к уровню 3050 и 300. Медвежий сценарий включается только в том случае, если ключевая поддержка будет пробита и цена закрепится ниже. В этом случае цена может быстро протестировать 2700 и 2800. Это следующая сильная поддержка. Это уже зона интереса для постепенного набора позиций. И ранее с этой области наблюдались отскоки на 20-30%. Главное понимать, что январь исторически дает 18-25% амплитуды по движению эфира. И чаще всего рынок сначала делает ложное движение, а уже потом выбирает направление. Поэтому пробои без подтверждения – это просто ловушки. Лично я в ближайшее время буду рассматривать диапазон 3000 и открывать сделки от поддержки, а не просто гнаться за движением, потому что пока цену сдерживает сопротивление, лучше торговать по такой стратегии. В принципе, вот такое интересное начало года мы получаем. Конечно, более подробный предикт на весь год будет уже в следующем ролике, ведь нам стоит разобрать все катализаторы, потенциальные факторы, также вас будет ждать разбор моего экспериментального спотового портфеля, покажу вам, что произошло с ним за это время, но я постепенно буду вырываться в работу и выпускать для вас больше видео, потому что есть много всего интересного, что стоит разобрать. Поэтому, друзья, вам спасибо за просмотр, спасибо, что начинаете этот год вместе со мной. Не забывайте подписываться на Telegram, там я всегда на связи. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех поздравляю с Новым годом. До скорых встреч!